Здравствуйте, с вами Тамила Вдовина, и сейчас мы приготовим натуральную темперу на яичной желтковой эмульсии. Для этого мы возьмем немножко пигмента, в данном случае у меня охра натуральная, и мы ее будем растирать с желтковой эмульсией. Я возьму немножко больше, чтобы было более понятно. Обратите внимание, что здесь такая структура у этой охры, немножко крупинчатая. Ну, она хорошо отмыта, просто это от хранения, от влаги она немножко сбилась в такие комочки. Можно двумя способами растереть краску. Это просто на воде. И если мы растираем краску на воде, то, скорее всего, мы это делаем в большом количестве, и в том случае, если мы хотим ее сохранить, более длительное время, потому что если мы приготавливаем краску только для текущей работы, то ее нужно сделать ровно столько, сколько мы ее собираемся использовать в ближайший день, 2, 3. Сейчас продаются специальные наборы для растирания красок. Это такие стекла матированные. Я это сделала самостоятельно. Это можно сделать на обычном стекле с применением крупнозернистой наждачки. И у меня тоже вот такой камень, который мне сделали самостоятельно. Я имею в виду, что это не покупной курант. И сейчас я покажу, как мы будем дальше работать. Я возьму немножко желтковой эмульсии. О приготовлении желтковой эмульсии у меня на канале есть 2 видео. Одно короткое, в нем содержится вся основная информация, а какая-то более подробная информация. А более подробную информацию вы можете найти в первом видео о яичной эмульсии. Я немножко добавила в пигмент яичной эмульсии, и сейчас мы будем курантом растирать до готовности краску. В этом процессе нет ничего сложного, и позже я еще подробнее расскажу информацию обо всем. Хочу обратить ваше внимание на то, что от того пигмента, с которым мы работаем, зависит и количество добавляемой эмульсии, потому что не всегда идет одинаковое поглощение пигментом влаги. Поэтому здесь нужно за этим процессом наблюдать. И если мало влаги, то необходимо добавлять ее, чтобы каждая частица напиталась этой влагой. В данном случае охра более длительно растирается, чем я показала, как растирается кадмий красный, потому что там более мелкое зерно, и его можно практически даже не растирать камнем, а просто взять пальчиком или какой-то старой кисточкой. Вот у меня есть такая кисть, которую я иногда использую. Она уже такая старая, протертая, мне ее не жалко. И иногда я ею
растираю какие-то пигменты буквально прямо в тарелочке. И это не значит, что я делаю что-то такое незаконное. Это вполне нормально работает все. Просто нужно научиться различать те пигменты, с которыми можно обращаться более легко, а есть пигменты, с которыми нужно вот немножко повозиться. Но я хочу сказать, что я проводила эксперименты, и даже эти пигменты, если их тщательно растирать кистью, ну, при условии, я имею в виду только мелкозернистые пигменты, то в этом ничего нет плохого. Они также точно хорошо ложатся, они точно так же хорошо ложатся на поверхность, у них точно так же нет никаких там бугорков или зернышек не растертых. То есть здесь нужно просто приспособиться и понять материал, с которым вы работаете. Вот, и теперь, когда мы растерли, мы это все мастихинчиком аккуратненько собираем. И мы это все собираем в тарелочку. И здесь такой момент, что поскольку мы развели этот пигмент с желтковой эмульсией, то мы его должны использовать в течение того же срока, в котором мы храним, в течение которого мы храним и желтковую эмульсию. И как вы видите, вот пигмент получился у нас такой густой, и его можно также применять в каких-то случаях, не разводя желтком. Но позже я покажу вам разные технические приемы, покажу вам разные упражнения, именно приемы, как работать с разными красками вот разной густоты и разного помола пигмента.